Всем привет! Добрый день, девочки. Итак, вкратце это видео о лучших мониторах от компании Xiaomi. Я решил снять его еще очень давно, просто я ждал вот еще одну модель под видео, и вот теперь, сидя на локдауне или на карантине, как там правильно, не знаю, в общем, я наконец-то расскажу вам о каждом из них, и в конце мы сделаем, конечно же, конкурс на один из этих мониторов. Это будет очень простой розыгрыш, нужно будет просто поставить под этим видео лайк, если оно вам, конечно, понравилось, написать далее один любой комментарий под этим видео, и, конечно же, в конце обязательно подписаться на мой канал, то есть быть подписчиком. Все, эти условия я оставлю в описании под этим видео. Ну а что насчет наших, то есть моих теперь уже мониторов, то у меня дома есть 3 модели, и все они имеют разные размеры, но и при этом все они считаются игровыми. Почему именно так они считаются? Да потому что все они имеют быстрые IPS матрицы с 1 миллисекунды на 144 Гц, и по сути парочка из них вот почти одинаковая на вид, и также не в формате 16:9, и только один, тот что Mi Surface, он в широком формате уже идет 21:9. Этот монитор у меня дольше всех стоит дома, и вряд ли я заменю его на что-то иное. Итак, в этом видео я расскажу вам о каждом из них и разберемся, кому и зачем нужна та или иная модель монитора от Xiaomi. Но прежде хотелось бы сказать моим зрителям из Украины, что вы, я думаю, заметили, как часто в своих видео я рассказываю вам о крупнейшем гипермаркете электроники Comfy, и там люди не только покупают домашние гаджеты, это понятное дело, но и обслуживают технику и пользуются классным приложением. Еще у ребят есть свой прикольный YouTube канал на моем родном украинском языке. Там вы сможете найти множество интересных обзоров на всевозможные новинки техники. Вам подскажут, какие выбрать девайсы, поделятся с вами о сервисах. В общем, там куча полезного, интересного контента на украинском языке. Я тоже подписан на канал Comfy, смотрю всякие видео и думаю, вам будет также интересно. К тому же, чтобы зрители не скучали, на этом канале ребята часто делают конкурсы и дарят крутые подарки. Например, прямо сейчас там можно выиграть iPhone 13 Pro. В общем, я оставлю ссылки в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь на прикольных хлопцев та девчат с канала Comfy. Я думаю, вам понравится. Рекомендую. Ну, а теперь давайте из Comfy вернемся к нашим мониторам. Итак, первым в нашем обзоре будет самый дешевый монитор от Xiaomi. Это Redmi Display 1A. Я снимал о нем уже видео однажды. Оно собрало почти 1 миллион просмотров. И это поистине очень правильный моник. Стоит он в mix.ru $120 или 10-11 тысяч рублей. И, к сожалению, я отдал его уже своему товарищу стримеру, мне просто некуда было уже складывать мониторы. Он был, кстати, очень интересным с точки зрения дизайна, у него вот полностью, знаете, металлический корпус, металлическая ножка и вообще очень тонкие рамки на самом дисплее, и сам он как бы вот имел очень тонкий корпус и на редкость стильный. Изображение у него, кстати, было нормально, я бы даже сказал отличное за те денежки, это был Full HD IPS матрица на 75 Гц. Наверное, из всех бюджетников это был самый лучший, я не знаю, современные варианты и по качеству картинки, и по качеству самой сборки. Просто обычно 23-24 дюймовые бюджетники это пластиковые скрипучие уродцы с предельно дешевой VA матрицы, это вот еще при этом у них толстые рамки, поэтому на их фоне такой Redmi монитор смотрится, я не знаю, явно более современно, что ли. Однако, хоть он и весь вот такой замечательный и доступный, но все же это не совсем игровой монитор. Он больше подошел бы, я думаю, вот для тех, кто работает, там, скажем, с фото, с видео или там, скажем, запускает обычные игры, но для тех, кто хочет еще больше, лучше по качеству картинку и высокую герцовку, то вот для них Xiaomi и сделали улучшенный вариант этого монитора. Называется эта модель Xiaomi Mi Fast Display. У него чуть больше экран, это уже не 23,8 дюйма, а 24,5 дюйма. И вот название Mi Fast означает скорость. Значит, тут стоит уже быстрая 2-миллисекундная Full HD IPS матрица на 144 Гц и есть даже поддержка HDR400. Я впервые, честно, вот снимаю эту модель на своем канале. Это новый, абсолютно новый монитор. Он стоит в миксе 17 400 с копейками. Это больше, чем прошлая на 6 тысяч рублей, чем, то есть прошлая модель Redmi. Но тут уже, простите меня, но разница между ними очень заметная. Именно этот монитор я подарю своим зрителям, сделаем конкурс. И если вкратце, то это по сути полноценный игровой моник, и он понравится тем, кто привык к небольшим экранам на 24 дюйма. И все же вот именно 24-дюймовые вот экраны, у них плотность пикселей Full HD считается самой оптимальной для восприятия. Все же 27 дюймов так уж, очень, знаете, заметно все это Full HD, то есть крупное расстояние между пикселями. И обычно вот такие матрицы на 27 дюймов делают 2K или QHD, поэтому 24 дюйма это оптимально именно для Full HD. В комплекте с монитором идет 4 детали, точнее 3, это
ножка с креплением и подставкой, и сам монитор также с блоком питания к этому монитору. Все, то есть комплектация прям ну очень схожа с Redmi дисплеем, однако вот материалы тут заметно отличаются. Да, и сам экран вот умеет вращаться на 180 градусов в разные стороны, и значит его можно использовать не только для игр, но и для стримов или там, скажем, в качестве дополнительного на рабочий стол. Я, честно, обыскал сотни вариантов из кучи брендов, кто делает Full HD IPS мониторы на 24 дюйма 144 Гц с поддержкой HDR400 и чтобы еще стоило 17 тысяч рублей. Конечно же, таких моделей просто нет в продаже. Точнее, есть там один вариант, это Asus TUF, но он, во-первых, имеет матрицу не 24,5 дюйма, а 23,8, то есть меньше, и во-вторых, он стоит на 4000 больше, и это уже, ну, как бы не очень бюджетно отдавать 22 тысячи рублей за этот мониторчик. И да, кстати, еще чуть не забыл, он полностью пластиковый, этот Asus, и будьте уверены, там все скрипит, люфтит, короче, это пластиковая просто чушка. В данном же случае Xiaomi мониторе тут полностью металлическая подставка и также полностью металлическая и тяжелая ножка. Единственное, что пластиковое, это сам корпус с экраном, и то, знаете, это вот Xiaomi делает сейчас свои новые мониторы, используют довольно странный пластик. В каком смысле? Блин, это сложно объяснить, но это очень качественный пластмасс с матовым таким, знаете, покрытием, что ли. То есть, если как бы мы вот знаем, что есть вот дешевый пластик, это такой, знаете, вонючий и пористый, ну, то, что вот используют почти во всех китайских телевизорах. И есть также вот матовый, более качественный пластик, и вот он используется почти во всей технике от Xiaomi. То есть, те, кто, знаете, имеет дома Xiaomi-шную технику, то есть железо, они понимают, о каком пластике я рассказываю в данном случае. Это сложно объяснить, но, в общем, качество сборки и материалы в этом мониторе очень, вот, скажем так, на высоком уровне. Плюс к этому я заметил, вот китайцы начали активно использовать, знаете, что это магнитное крепление не только в своих мониторах, но и даже их мышка для геймеров тоже устроена по этому принципу. Я думаю, это верное решение, уже пора избавляться от этих защелок дурацких. В общем, этот монитор, он идеально подойдет для людей, кто конкретно метит под игры и делает, скажем, там стримы, и при этом имеет не самое мощное железо, то есть компьютер. Ну, а почему так? Потому что Full HD это все же низкие требования к видеокарте, так что, если вы имеете дома среднебюджетный ПК, вам как раз лучше будет вот оптимально это обычный Full HD монитор на 144 Гц. Однако, если так вышло, что вы сын депутата и купили себе RTX 3060 или даже 3070, то для вас есть точно такой же монитор, что и был выше, но теперь он на 27 дюймов. И тут стоит в данном случае не Full HD матрица, а 2K или просто QHD. То есть, понимаете, мониторы в наше время нужно подбирать под ваш компьютер, ведь 2K это не Full HD, и если вам вот действительно нужно при этом 165 FPS, а именно столько Гц в данном мониторе, то есть 165 Гц, то вам в 2K, чтобы получить 165 кадров под 165 Гц, нужен, ну, далеко вообще не слабый компьютер. Короче, разница между мониторами 24 и 27 дюймов от Xiaomi просто минимальная. Они оба отлично передают картинку, оба умеют вращаться вокруг своей оси, но только в этой модели на 27 дюймов есть на тыльной части два USB входа, и также весь кабель менеджмент прячется прямо в ножку и закрывается магнитиками. Я тоже снимал об этом мониторе видео, кому оно будет интересно, смотрите его на моем канале. И такой монитор стоит уже почти 30 тысяч, то есть он заметно еще более современный, еще как бы более современный по цене, и в плане вот изображения я бы даже сказал, он, ну, лучше 2K монитор, что я встречал в своей жизни. Они все откалиброваны прямо из коробки на профессиональном оборудовании Konica Minolta, так что изображение тут, ну, просто обалденное. Вообще просто шикарно. В общем, друзья, Xiaomi все еще топ за свои деньги, хотя 30 тысяч это, ну, очень, скажем так, не самая народная цена. Есть у меня, конечно, еще одна модель мониторов, которая стоит на 4000 больше, но это вот прямо, знаете, поистине народный монитор Mi Display Surface на 34 дюйма. Этот широкоформатный монитор, я думаю, уже все сняли, кто можно в интернете. Я помню, что стал первым, кто привез его сюда, в эту страну, опять же, при помощи ребят из mix.ru, и он сразу покорил мое сердечко. То есть не только вот своей очень низкой ценой, но и тем, что за эти денежки ему просто нет конкурентов ни по качеству картинки, ни по качеству сборки. Я думаю, не стоит вам еще раз рассказывать об этом мониторе. Я тоже снимал о нем видео, там более 1 миллиона просмотров, и спустя год это все еще лучший широкоформатный монитор за копейки. Да, я понимаю, что 34 тысячи это далеко не самые последние копеечки, но если изучить весь рынок вот подобных мониторов с такими же показателями, то начинается
начинается все как раз вот именно от 34 тысяч и выше. Если озвучить основные цифры, то у нас идет Ultrawide QHD NVA матрица 2021/9. Она имеет разрешение 3440 на 1440, что выше, чем 2К, но меньше, чем 4К. И значит, компьютер под такой монитор нужен хотя бы уровнем выше среднего, потому что матрица тут 144 Гц, и получить 144 FPS в таком высоком разрешении сумеет, далеко, я думаю, только топовые видеокарты и процессоры. Раньше этот монитор стоил меньше, вроде бы 22-23 тысячи, но потом, вот знаете, начали его все возить кому не лень, потом появились еще официальные версии лицензионные для наших стран, плюс сама же модель стала очень популярной, и поэтому цена стала выше, то есть почти 34 тысячи. Некоторые даже продают его, я заметил, и по 40. Вот такие как бы дела. Все эти мониторы, я напомню, вы можете найти на сайте mix.ru, и также там вообще-то множество разной техники от Xiaomi, например, мышки, коврики, подзарядки для смартфонов и так далее. Скоро, кстати, будет обзор про мой сетап от Xiaomi, уже очень скоро. Еще раз напомню, что вам нужно просто написать один любой комментарий под этим видео и поставить лайк. Все, 20 ноября на своем втором канале мы выберем победителей. Один из комментариев под этим видео. То есть, еще раз я вам напомню, участвуйте, друзья, и пусть вам, конечно, повезет. На этом у меня все. Всем еще раз удачи и, конечно же, не болейте. Здоровья. Пока-пока.